Илья, не считаете ли вы, что ваша балетная студия – это откат назад в вашей карьере? А в карьере педагога откат назад? Наверное, это имеют в виду. Если честно, то когда я уходил из Московской государственной академии хореографии, я очень переживал, потому что мне казалось, что это в действительности откат назад. Мне было страшновато. Потом, уже позже, когда я начал работать в Академии балета имени Вагановой, я осознал, увидел, понял, что передо мной, наоборот, открываются еще большие возможности. Но у меня спросили, видишь, не про Академию Вагановой, а именно про студию. И здесь надо вот сразу же уточнять, что студия работала, пока я еще работал в МГАХ, Московской государственной академии хореографии. И для меня работа в студии это не откат назад, а приобретение, наоборот, мастерства. Потому что одно дело в Академии балета, когда у тебя стоит класс мальчиков, которых поштучно и выборочно отобрали для того, чтобы заниматься балетом. То есть у них совершенно однозначно есть способности, есть данные, есть возможности для того, чтобы исполнить практически любое балетное движение. И в уроке ты не столько обучаешь, сколько воспитываешь детей, мотивируешь их и обманываешь, что впереди у нас великие цели, и мы их обязательно достигнем. А вот работать в студии – это колоссальный шаг именно в карьере, это колоссальный шаг наверх. Потому что приходят к тебе абсолютно неспособные люди, все желающие, покрытые своими проблемами, своими сложностями, возраст, физические данные сложные, болезни, особенности. И каким-то удивительным способом надо сделать так, чтобы у них начало получаться. И здесь огромная проблема, потому что первое, что приходит на ум – воображение. Балерина. Она тоненькая, она молодая, она утонченная, возвышенная и воздушная. Ну и мы обыкновенные люди, у кого есть и попа, и живот, и бока, и мы сладкое любим, и так далее, и так далее. Первая проблема со взрослыми. Надо акцентировать внимание их, убрать внимание с внешнего вида на пластическое музицирование линиями своего тела. То есть сочетание линии тела с музыкой. Вот это первое. Второе. Надо, чтобы у них получалось. Что такое получалось в балете? В балете получалось это устойчивость. Устойчивость на центре зала. Потому что когда они встают в определенные позы, не дай бог это поза на одной ноге, человек сразу валится. Ну и когда ты на центре зала или на уроке ты все время падаешь, никакого разговора о том, что у тебя получается, нету. Да, и вот моя задача любого человека, сделать так, чтобы у него все выходило. Так в смысле карьеры педагога мне это помогает или нет? Моя студия позволяет мне овладеть совершенно феноменальными приемами. Студия мне помогла обрести взгляд рентгенолога. То есть я вижу не купальники, юбки и бренды, и накрашен человек или не накрашен. Я вижу кости. Правильно ли они удерживаются, правильно ли они двигаются. Работая со способными детьми в академии, это у меня бы не получилось. Получить этот опыт, приобрести этот опыт. Конечно, если меня сейчас вернуть в академию, то я буду давать потрясающий результат, это я точно знаю, потому что я умею и мотивировать, я умею дожимать, добивать. И самое главное, я обрел приемы, способы для того, чтобы вести детей к определенной цели. Отвечая на вопрос, может быть, когда-нибудь это пригодится. А рассматривать студию как шаг назад нет. Студия – это как школа обретения новых приемов преподавания. Вот что для меня студия, вот что для меня школа. Второй вопрос там был. Мальчишки в училище завидовали Цискоридзе?
В школе не все дети бывают способными. Бывают как Цискоридзе, а бывают как я, например. Наверное, кто-то завидовал. Я лично не знаю слова «зависть». Мне не знакомо слово «зависть». То есть я, когда вижу какую-то интересную цель перед собой, я прилагаю максимальные сил, чтобы до нее дойти, до этой цели. И мне она нравится, эта цель, или не нравится. А вот само как-то какой-то зависти у меня никогда не было, я не испытывал. Читал в книгах, видел в фильмах зависть. И мне всегда было непонятно, что это такое. По реакции других ребят, да, я видел, что, наверное, Цискоридзе завидовали. Но завидовали скорее вот его способностям, то есть природной какой-то удивительному феномену, а не конкретно личности Цискоридзе. Он был интересный и потрясающий, потому что он всегда читал больше нас, он всегда знал больше нас. Наверное, это было чуть-чуть обидно. Я не помню. Я плохо помню детство. Я помню, что мне всегда было с ним интересно. Вот для меня лучший пример — это всегда мотиватор для следующей цели. С детства я привык видеть в классе кого-то лучше, чем я. И мне всегда удобнее работать, что есть кто-то лучше, чем я, чтобы я к нему тянулся. Я помню, был ужасный момент в жизни, когда я приехал в какой-то коллектив, не буду говорить в какой стране, где, и там оказался лучшим. И мне, например, занимаюсь уроком классического танца, мне не за кем было подсматривать. Потому что в классе было всегда идеально подсматривать за Колей, за Николаем Максимовичем, Цискоридзе. Тогда он был просто Коля, а иногда Цица. Да, Цица. С ним было очень удобно рядом заниматься, потому что он потрясающе двигается. Он потрясающий ориентир. А сам, когда у тебя нет координации, как двигаться, на кого ориентироваться? Когда кто-то лучше тебя двигается рядом, всегда хорошо за ним следить. Ну вот как раз студенты в студии хорошо это знают.